Экватор сентября мы уже преодолели, и у меня сложилась четкая картина, что этот месяц с огромной долей вероятности будет самым провальным в плане доходности моего инвестиционного портфеля. В отличие от прошлой недели, мощного роста так и не случилось. Мой портфель сначала балансировал на уровне доходности 4,5-5%, а затем, как всегда к пятнице, потерял еще немного, закрывшись всего лишь в плюс 3,37%. Стоимость газа в Европе на этой неделе несколько раз обновляла максимум. 15 сентября цена на газ на торгах в Европе достигла почти $982 за 1000 кубических метров. Резкий рост стоимости газа повысил интерес инвесторов к бумагам крупнейшего российского экспортера газа. Акции «Газпрома» на торгах 14 сентября выросли почти на 2%, до 338 рублей 98 копеек. После достижения рекордных уровней стоимость газа начала резко падать. 16 сентября цена на лондонской бирже упала более чем на $230, до $749 за 1000 кубических метров. Тем не менее, за неделю акции «Газпрома» подорожали примерно на 2,5%. В ожидании повышения налогов акции металлургических и угольных компаний подешевели. В пятницу 17 сентября акции Распадской теряли около 4% от цены закрытия четверга. ММК снижался на 3%, НЛМК на 2,7%, Северсталь до 2,7%. Обыкновенная акция Мичел до 1,5%. Норникель после небольшого роста просел на 1,3%. Наиболее явно увеличение налогов скажется на угольных компаниях и Норникеля. Негативный эффект на EBITDA Мичел и Распадск может составить от 9 до 14%. Норникелю новые меры могут стоить до 7% EBITDA. Для производителей стали НЛМК, ММК, Северстали эффект, скорее всего, окажется более мягким – от 1,3 до 2,6% EBITDA. По статистике, более 15% акций S&P 500 сейчас более чем на 20% снизились с пиковых значений этого года. Инвесторы все же теряют веру в способность большей части рынка поддерживать рост прибыли выше текущих уровней. Среди отдельных акций бумаги Apple, которые упали за неделю на 2%, Alphabet на 0,19%, акции Pfizer потеряли почти 4%, акции Moderna 5,13%. И все это в преддверии заседания консультативной группы управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, которая должна решить, стоит ли людям делать повторные прививки от COVID-19. Всем привет, друзья! Меня зовут Роман, вы на канале про инвестиции с Инвестборода, и в конце каждой недели я подвожу итоги по своему инвестиционному портфелю, рассказываю про наиболее значимые события, происходящие с ним, а также важные новости некоторых его эмитентов. Еще в этих выпусках про то, что происходит с рублем, нефтью и долларом. Сегодня также расскажу о том, что акции Apple могут потерять уже в ближайшее время в своей цене до 40%. Итак, приступим. Российский фондовый рынок, который еще в четверг поражал своей самоуверенностью и независимостью, все-таки почувствовал общемировую неуверенность инвесторов. По итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0,25%, а индекс РТС 0,6%. Центробанк Российской Федерации предложил реагировать на всплеск инфляции ужесточением политики. Об этом сказала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. А еще она призвала банки не ждать скорого снижения ключевой ставки, а продолжать повышать депозитные ставки, стимулируя тем самым население к сбережениям. Также в Министерстве финансов считают, что госбанки могли бы платить дивиденды в размере не 50%, а 75% от чистой прибыли. Представитель Министерства финансов отметил, что никаких директив на этот счет не готовилось, и предложение носит лишь аналитический характер. В свою очередь, такое вот предложение вызвало негативную реакцию банковского сообщества, и теперь Центральный банк готовит скорректированный вариант, который будет обнародован уже в октябре. Между тем, еще в декабре 2020 года президент Владимир Путин, похвалив Сбербанк за технологичность, напомнил, что Сбер, хоть и экосистема в целом, но это в первую очередь все-таки банк. В паре с долларом по итогам недели российская валюта показала совсем небольшой рост, всего на 0,44%. А вот по отношению к евро за неделю рубль укрепился гораздо заметнее – 1,2%. Что же было с нефтью? Цены на нефть в пятницу снижались, но все-таки удержались выше отметки в $75 за 1 баррель и зафиксировали недельный рост более 3% за счет медленной добычи в США после 2 ураганов, прошедших по Мексиканскому заливу. Помимо активно возобновляющихся поставок из Мексиканского залива, поступили сообщения о восстановлении работы ливийских экспортных терминалов.
Также напряженность падает и на газовом рынке. Цены на нефть показали еще одну хорошую неделю, и это несмотря на общую слабость широкого спектра сырьевых товаров, вызванную стойкостью доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже в пятницу составила $75 31 цент за баррель, а цена фьючерсов на нефть марки WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила $71 97 центов также за 1 баррель. Фондовые рынки США открылись снижением в пятницу, и все это на фоне опасений, что лучшие из ралли эпохи ковид уже позади. Перспективы ослабления денежно-кредитного стимулирования и угасания налогово-бюджетных стимулов сочетаются с опасениями кредитного кризиса в Китае, хотя число случаев заболеваний COVID-19 все еще высоко и оказывает влияние на предприятия и частных лиц. Технические индикаторы, которые показывают, что все большее количество акций стремится в сторону медвежьего рынка, также потеряли веру в силу движения к новым рекордам. Число первичных заявок в США на пособие по безработице на прошлой неделе опять выросло и остается в 1,5 раза выше нормы. Несмотря на то, что число 4-недельных и длительных заявок продолжает снижаться, инвесторов цифры совершенно не вдохновили. Федеральная резервная система США ФРС вероятнее намекнет на своем заседании на следующей неделе, что она движется к сокращениям ежемесячных покупок активов и сделает официальное заявление в ноябре. Максимальный курс в валютной паре доллар-рубль был в понедельник, 13 сентября, и составил 73 рубля 15 копеек за 1 доллар. И именно с этих уровней началось снижение. И в среду, 15 сентября, было достигнуто минимальное значение – 72 рубля 27 копеек. Таким образом, в течение недели колебание курса проходило в рамках 1%. В среду произошел выход из обозначенного мной коридора в 72.50-74.10. Этот прогноз я давал в прошлом воскресном выпуске, когда подводил итоги прошлой недели. И по закрытию пятничной торговой сессии ошибка в моем прогнозе составила почти 50 копеек. Фактическое закрытие на уровне 72 рубля 85 копеек, прогноз я делал 73 рубля 32 копейки. И цена на следующей неделе за 1 доллар может колебаться примерно в следующем диапазоне: 72 рубля 10 копеек, 73 рубля 90 копеек. И думаю, что в пятницу 24 сентября торги по паре доллар-рубль закроются на отметке 73 рубля 16 копеек. Но опять же, это будет возможным только при отсутствии сильно негативных или же сильно позитивных новостей с обеих сторон, а также любых факторов, которые способны повлиять на курс валют. В общем, будем посмотреть. Новости компании Apple, вернее ее акций. Некоторые аналитики делают ставки на падение акций Apple. Котировки компании могут потерять до 40%. И целевую цену акций IT-гиганта ставят на отметке $90 за штуку на горизонте ближайшего года. А это на 39,6% ниже текущей цены и на 46,5% ниже среднего годового консенсус-прогноза аналитиков Wall Street с целевой ценой $168.29 за одну акцию. 14 сентября на ежегодной презентации новинок компания Apple представила 4 модели нового iPhone 13, 2 модели iPad и новые умные часы. В день презентации продукции акции компании упали почти на 3%. И Apple в некотором смысле может стать жертвой собственного успеха. Считается, что высокие продажи iPhone 12, то есть уже по сути предыдущей модели в прошлом году, отчасти вызваны отложенным спросом из-за пандемии коронавируса все той же. Данный фактор, в свою очередь, может негативно повлиять на продажи новых смартфонов Apple в будущем. Если поставки iPhone упадут на 15% ниже ожиданий, это вызовет очень и очень значительную распродажу. Сильно похожую на ту, кстати, что произошло в начале 2019 года. В то время акции потеряли 30% своей стоимости всего за несколько недель. Это падение стало самым большим снижением акций компании за последние 6 лет. Резкий обвал тогда произошел на фоне снижения прогноза выручки впервые почти за 2 десятилетия, о котором сообщил главный исполнительный директор компании Тим Кук в своем письме акционерам. В нем он ссылался на слабый спрос в Китае. И прогноз был снижен с 93 миллиардов долларов до 84 миллиардов долларов. New Street Research понизила оценку акций Apple еще в мае. Компания, которая специализируется на исследованиях, помогающих принимать решения об инвестициях, ожидает, что Apple продаст от 180 миллионов до 200 миллионов iPhone в 2022 финансовом году, что на 20% ниже консенсус прогноза. Американский технологический гигант отчитался о доходах за третий квартал финансового
года, в котором продажи iPhone выросли почти на 50% в годовом исчислении, до 39,57 миллиардов долларов. Также стоит отметить, что падение акций Apple в ходе последней презентации не стало неожиданностью для рынка. Инвесткомпания Bernstein провела исследование, согласно которому регулярно в день мероприятия с анонсом новых iPhone бумаги отстают от динамики S&P 500 на 0,2%. Аналогичная динамика прослеживается спустя неделю после презентации. Таким образом, коррекция котировок Apple была по сути плановой. Стоит ли ждать акции Apple по $90 за штуку? Вопрос, конечно, очень и очень спорный. Я все же думаю, что если и будет коррекция, то не настолько существенная. Но в любом случае, насколько бы сильно не подешевела данная бумага, это даст кому-то отличную возможность открыть эту позицию в своем портфеле, кому-то нарастить долю этой компании в своем портфеле, а кому-то попросту усредниться. С разбором событий закончили, теперь перейдем к обзору моего портфеля. И первым делом посмотрим аналитику, которую предоставляют Тинькофф Инвестиции, а затем пройдемся по наиболее интересным позициям с наиболее заметными и существенными изменениями. И хорошо, что сегодня Тинькофф не проводит никаких технических работ, поэтому приложение работает достаточно исправно, что позволит мне показать всю статистику такой, какой она есть на самом деле. Итак, заходим в портфельную аналитику, и первое, что меня сегодня интересует, как в принципе и всегда, это аналитика по активам. Доля акций в портфеле по итогам недели снизилась, но в целом каких-то существенных изменений не претерпела и сейчас составляет 55,99%. Доля фондов также осталась примерно на прошлом уровне – 43,9%. Прошлая неделя – 43,9%. В разделах аналитика по компаниям, а также аналитика по отраслям каких-то существенных изменений не было, поэтому если вам интересно, что там происходило, как поменялась расстановка сил, можете нажать на паузу и ознакомиться. А я тем временем перехожу к разделу «Валютное распределение активов». Доля активов в долларах уменьшилась практически на 1%. Эта неделя 64,16%, прошлая неделя 65,02%. Теперь переходим к общей аналитике портфеля. Что же было с доходностью? Доход за месяц сейчас минус 816 рублей 63 копейки. Прошлая неделя минус 762 рубля ровно. За полгода доход в моем портфеле от всех моих активов составляет 2531 рубль 17 копеек. Прошлой неделе сумма была значительно больше – 4318 рублей 37 копеек. А доход за год на текущий момент составляет 3260 рублей 40 копеек. Прошлой неделе также было больше – 5012 рублей 90 копеек. По сравнению с прошлой неделей рост портфеля за все время его существования составил 3,37%. Это на 1,76% меньше, чем в прошлом выпуске. Там было 5,13%. С аналитикой портфеля закончили, двигаемся дальше и переходим к активам в моем портфеле. Итак, первая позиция – это акции компании AT&T. Удивительно, но факт, что есть, то есть. В пятницу акции компании закрылись ростом на 1,2%. И цена зафиксировалась на отметке $27,53 за штуку. В то время как большее число акций начали падать, проседать или как-то немного корректироваться, AT&T пошли в рост. Не зря их все-таки называют отчасти защитным активом. Как раз таки на вот такие подобные случаи. Минус портфеля от владения этой бумагой сейчас составляет 5,36%. Следующая позиция – это акции компании Carnival. За неделю рост удивительно, но он был. 3,11%. Закрытие на отметке $23,51. Вполне неплохо, особенно на фоне российской части моего портфеля. Как всегда, акции Carnival радует. Доходность от этой бумаги на текущий момент составляет 8,22%. Следующая позиция – акции компании Clover Health Investment. И тут все, как всегда, стабильно. Стабильнее просто некуда. Снижение за неделю почти на 5%. Минус в портфеле 53%. Акции китайской компании Li Auto. Прошлая неделя принесла рост всего лишь на 0,5%, а уже на этой неделе началось активное снижение. Итог минус 5%. Плюс от активов в моем портфеле 47,25%. А это $9,28. Акции компании Livent Corporation. За неделю снижение на 1%. Доходность в портфеле 24,24%. Акции компании Pfizer.
Биофарм продолжает падать дальше. Бумага потеряла еще 4%. И закрытие в пятницу на отметке $43.78 за одну штуку. Доход в портфеле от владения этим активом составляет 19%, или же почти $7. Акции компании VIP Shop. Очень прям уж сильно падаем. Да еще ко всему же так уверенно и целенаправленно. За неделю минус 12%. Результаты за более длительный период смотреть прям вообще не хочется. Но все же специально для вас покажу, что же там происходит. За месяц минус почти 14%. Не так страшно, а вот дальше еще лучше. Ну как лучше? Не особо лучше, но что есть, то есть. Минус 70% за полгода. И минус в портфеле на текущий момент около 31%. Вы, зрители моего канала, как раз таки на моем примере можете видеть, что усреднение может принести и негативный эффект, и весьма плохо сказаться на общей доходности вашего портфеля. Если бы я так и оставил в своем портфеле всего лишь одну акцию, которую я купил по цене $19.93, то на текущий момент минус от этого актива был бы всего лишь $7. Это очередной раз доказывает, что не стоит совершать какие-либо действия по покупке или продаже акций, предварительно не разобравшись в ситуации. Все это я делаю специально, чтобы вы могли видеть результат вживую и не совершали подобных ошибок. Все же на фондовом рынке лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих. Иначе это может быть чревато потерей вам ваших денег. Акции Магнитогорский металлургический комбинат. За неделю падение на 5,34%. О том, что послужило этому причиной, я говорил в самом начале выпуска. От уровня покупки на сегодняшний момент я имею плюс 39%. Акции компании Сбербанк. 15 сентября бумага побывала на уровне в 334 рубля за акцию. Но затем вернулись снова к отметке в 330 рублей. И в результате за неделю рост всего лишь на 1%. Плюс в портфеле на текущий момент 19%. Акции компании Северсталь. Сначала дивидендная отсечка, а затем негатив в виде повышения налога на добычу полезных ископаемых. Отсюда за неделю минус 4%. В прошлом воскресном выпуске я предполагал, что на этой неделе мы пойдем в рост по этой бумаге. Но вмешались факторы в виде повышающихся налогов. И относительно цены покупки в мой портфель плюс составляет 19,65%. Акции компании Татнефть. Рост на 4,5%. Плюс в моем портфеле 4,71%. Акции Трубная металлургическая компания ТМК. Многие ждали дивидендов, точнее дивидендного гэпа, и что же будет дальше. Огромное количество инвесторов вышли из этого актива до наступления той самой дивидендной отсечки. Собственно, здравствуй дивидендный гэп. За неделю падение на 23%. Вот это было совершенно очевидным моментом. Необоснованно высокий размер дивов, последовавший затем рост самих акций, и упали так упали. Вариантов тут нет. По крайней мере у меня в данной ситуации. Сидим в долгую и следим за показателями компании. Доходность в портфеле минус 9,24%. Таким образом, самые лучшие акции по динамике роста за неделю в моем портфеле были акции компании Татнефть. Плюс 4,58%. Что же это, недельное помешательство или же старый лидер возвращается? Все-таки почему-то я думаю, что первый вариант. А самый слабый актив недели – это акции компании ТМК. Итог – минус 22,92%. Теперь переходим к разделу с фондами. Финекс акции глобального рынка, тикер FXWO. За неделю снижение на 1,27%. Плюс в портфеле 3,11%. Финекс акции компании IT-сектора США, тикер FXIM. За неделю фонд потерял 79%. Плюс в моем портфеле на текущий момент 20,18%. Финекс акции компании развитых рынков без США, тикер FXDM. Здесь также снижение на 1,5%. В портфеле все еще плюс 37%. ВТБ фонд акций развивающихся стран. Тикер VTBE. За неделю снижение на 2%. В портфеле минус 2,5%. ВТБ акции компании США. Тикер VTBA. По итогам недели минус 1,5%.
плюс в портфеле 5,38%. И следующая позиция – это новичок в моем портфеле, новый фонд Тинькофф IMOX. Акции этого фонда в количестве 140 штук я купил в прошлом 35-м выпуске «Покупаем рынок». Если еще не смотрели, ссылка будет в конце этого видео, а также в первом закрепленном комментарии. Итак, за неделю фонд показал рост на 0,4%. Но, как и следовало ожидать, после моей покупки он начал дешеветь, и минус в портфеле 1,46%. Фонд Тинькофф NASDAQ минус за неделю почти 1,5%, плюс в портфеле почти 13%. И фонд Тинькофф NASDAQ Biotech также падение на 1,61%, плюс в портфеле 9,99%. Таким образом, самым лучшим по динамике роста за неделю показал себя новичок в моем портфеле Тинькофф IMOX с ростом на 0,4%. И это снова единственный фонд в портфеле, показывающий хоть какой-то рост. Остальные позиции ушли в минуса. А самое слабое звено моего портфеля – это фонд от ВТБ, фонд акций развивающихся стран VTB. Итог недели – минус 2,1%. Общий размер моего портфеля по итогам недели зафиксировался на отметке 99 009 рублей 11 копеек. По отношению к прошлой неделе он уменьшился вот с этой вот суммы на 83%, или же 827 рублей. И, собственно, в прошлом выпуске я предполагал начало очередной коррекции, и по сути оказался прав. По факту это, конечно, никакая не коррекция, но все к этому и идет. С вами был Роман, и если было интересно, то ставьте ваши лайки и пишите в комментариях свои мысли о том, как же будут развиваться события на следующей неделе на фондовых рынках, и о том, прав ли я о том, что коррекция будет только усиливаться. А также задавайте свои вопросы, я буду рад на них ответить. Также спасибо всем тем, кто подписывается на канал, оставляет комментарии и таким образом способствует его развитию. И напоминаю, можно поддержать канал и еще одним способом. Это открыть брокерский счет в Тинькофф Инвестиции по моей ссылке, которая находится в описании к видео, а также будет в первом закрепленном комментарии. И при этом забрать месяц бесплатной торговли, то есть торговли без комиссии. Но это еще не все. Выполнив нехитрые условия, можно еще вдобавок получить акции в подарок на сумму до 30 000 рублей. За подробностями в группу ВК, ссылка там же. И, собственно, если вы еще не подписаны, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы YouTube присылал вам уведомления о выходе новых выпусков на канале. Всем удачи, финансов кэш, уверенного роста и до скорой встречи. Пока-пока.